Всем привет из солнечного Израиля, YouTube, Максим Густарев на связи. Я тут загробастал относительно новенький телевичок от Sigma 150-600F5-6.3 DGDN Sport. Объектив, который после недели использования я хочу купить, просто для того, чтобы он был. И иногда вместо голф-моделек снимать самолетики с каким-нибудь космическим увеличением. Кстати, ровно так я и поступил. Поснимал парад ВВС Израиля в Тель-Авиве. И это действительно непередаваемые ощущения, когда пролетающий мимо F-35 можно не только услышать, но и рассмотреть в деталях. Но если вы не любите самолеты, хотите что-то более приземленное или приводненное, да вот, пожалуйста, вам кайтсерфинг. Пришли на пляж, кинули попку на теплый песок под солнышко, поставили камеру на штатив, и на 600 мм у вас крупные кадры экстремалов. А дождавшись закат, можно отлично помедитировать, представив себя каким-нибудь крутым пейзажным фотографом. Я честно скажу, что я еще никогда не снимал заходящее солнце так красиво. Весьма непривычно видеть столь стремительно скрывающийся за горизонтом солнечный диск, где восходящие потоки горячего воздуха начинают искажать свет, и выглядит это просто захватывающе. Особенно на видео. Благо дел, благодаря встроенной стабилизации получил запечатлеть пейзаж без тряски, даже в ветреную погоду. В общем, как вы поняли, я в восторге от этого стекла, и сегодня я хочу рассказать вам о нем чуточку подробней. О нюансах работ с ним, о его резкости и контрастности, о его габаритах, да и в целом поделиться пользовательским опытом. Поехали! Для начала хотелось бы отметить, что объектив стал первым в линейке Sport с полностью переработанной оптической схемой под беззеркальные системы. Вообще, это хорошая тенденция разрабов переделывать стекла под более короткие рабочие отрезки, так как технологически объективы при аналогичной светосиле и фокусном расстоянии становятся легче и дешевле в производстве. А главное, качество не будет уступать динозаврам с большими рабочими отрезками. Sigma 150-600 спокойно помещается в мой фоторюкзак, вместе с камерой в горизонтальной раскладке. Передняя линза закрыта накладкой, а фиксация бленда реализуется специальным завинчивающимся зажимом. При весе объектива 2100 грамм общий вес комплекта Sony A7C получился чуть более 2,5 кг, а это даже Инна потаскала. И без особых напрягов с рук поснимала серферов. На дальнем отрезке мы имеем идеальную попиксельную резкость. Тут обновленная оптическая схема из 25 элементов в 15 группах, и благодаря 4 FLD и 2 SLD элементам картинки становятся очень контрастными и детализированными, без хроматических аберраций и ореолов. Неважно, что вы снимаете: птицы, самолеты, серферы или город, все выглядит просто идеально. Но тут надо брать поправку на то, что я снимал на Sony A7C в 24 мегапикселя, потому что моя Sony A7R4 осталась в Турции, очень надеюсь ее скоро забрать. Сейчас такое разрешение 24 мегапикселя уже, кажется любительским. Поэтому, ради проверки, в качестве 61 мегапиксельного сэмпла я взял равку с DP Review. И вот тут уже на 600 мм на открытую дырку, уже виднеется мыло. Соответственно, виден приблизительный лимит по разрешающей способности объектива. Навскидку могу сказать, что это где-то 30-40 мегапикселей. Поэтому в связке с этим стеклом неважно, сколько мегапикселей на вашей камере, на выходе качество и на Sony A7C, и на какой-нибудь R5 будет, условно схожим. Да и сильно кропать эту картинку не хочется, у объектива очень приятный и мягкий, хоть и структурированный рисунок боке. Снимая на это стекло, я получаю рисунок расфокуса, похожий на арт-оптику. И это забавно. Я наснимал очень много разных кадров и собрал подборку сэмплов по ссылке в описании. Вы можете ее скачать, открыть, покрутить, сами решить что да как. Ну а этому ролику обязательно поставьте лайк. И если что, так объектив имеет традиционно высокий уровень качества сборки. Алюминиевый корпус TSC, термостойкими компонентами и мягкими резиночками на колесе зума очень удобно держать в руках. Зумировать картинку можно, выдвигая тубус за специальную впадину для пальцев. Происходит это очень плавно. Также на корпусе
корпусе имеется трехпозиционный тумблер, отвечающий за фиксацию фокусного расстояния. В положении L колесо зума зафиксировано, и когда вы держите камеру вертикально, тубус не выдвигается. В положении S, Sport, фиксация с фокусного расстояния снимается. Фокусироваться становится супер легко выдвиганием тубуса. Но как минус, когда вы держите камеру вертикально, тубус вываливается самопроизвольно под действием гравитации. Есть еще режим T, Tight, зум с усилием. И здесь, чтобы прозумироваться, нужно приложить чуть больше силы. Но при этом в вертикальной ориентации тубус вываливаться не будет. Как по мне, это самый неудобный режим, так как приходится постоянно напрягаться. А когда снимаешь спорт и нужно быстро варьировать фокусное расстояние, то лучше полностью отпустить эту фиксацию. Также на корпусе есть вращающаяся площадка под штатив, который можно повернуть на 90, 180, 270 градусов и тем самым вертикально сориентировать камеру за долю секунды. И при этом не придется ее снимать со штатива. Заваленность горизонта исключается благодаря центрированию поворота по рискам. Еще лапку можно снять. Но для этого нужны шестигранники. Вот эта штука откручивается, и там появляется еще одно штатное отверстие. Можно, не знаю, монопод прицепить, к примеру. Лично я предпочитаю лапку, так как объектив за нее намного более удобно таскать. Особенно, если вы отправляетесь на тренировку. Можно использовать стекло по его прямому весовому назначению. По переключателям тут тоже все стандартно. Есть отдельный тумблер автофокуса, manual фокуса, тумблер выбора зоны фокусировки, к примеру, на весь диапазон, от минимума до 10 метров и от 10 метров до бесконечности. Если вы снимаете спорт и объекты съемки отдалены от вас, то лучше выбрать диапазон фокуса от 10 метров до бесконечности. Тогда фокусировка будет происходить практически моментально. Фокусировка до 10 метров позволит вам снять весьма приличный макро. На 180 мм мы имеем максимальный коэффициент увеличения 2.9. И при этом минимальная дистанция фокусировки будет около 60 см. И бакеха красивая. При этом даже на дырке f5 мы получим очень приятный рисунок боке. Ну а после никто не мешает вам выкрутить тубус на все 600 мм и бахнуть close-up. Тут минимальная дистанция фокуса уже увеличивается до 280 см. У стабилизатора есть также 3 режима работы. Off, полная стабилизация в первом режиме и гашение вертикальных вибраций для съемки динамичных объектов во втором режиме. Ну и внизу у нас остается 2 программных режима под ваши нужды. На байонете вы найдете классическое прорезиненное кольцо, потому что объектив пыли и влагозащищен. Можно снимать спокойно под дождем. 600 мм — это совершенно иная плоскость фотографии, ничем не сравнимая с привычными фокусными расстояниями. На таких фокусных расстояниях работают совершенно другие методы художественности. Мы не можем работать с перспективой тела модели, как на 24 мм, или с линиями архитектуры, сходящимися в точке. У нас нет возможности посмотреть на объект съемки с иной стороны, просто сделав шаг в сторону, так как на 600 мм снимаемый объект находится от вас на приличном расстоянии. На качество вашей фотографии начинают влиять независящие от вас факторы. К примеру, загрязненность атмосферы, локальность освещения, да даже температура воздуха может повлиять на результат. Я забрался на крышу дома и поснимал соседний городок. Вот так он выглядит на 150 мм в пасмурную погоду. Как вы видите, картинка не особо контрастна, и снимать на 600 мм не имеет смысла, потому что на выходе у нас получается очень плоское изображение. С погодой мне повезло на следующий день, когда облака были надо мной, а город по соседству освещался солнцем. Вот тут-то контраст и вернулся. А до этой мечети на минуточку почти 4 километра. Если вы снимаете, расположив камеру близко к земле, неминуемо вы получите искажение из-за восходящих потоков горячего воздуха. И даже для 24-мегапиксельного сенсора свет не будет иметь нужной разрешающей плотности. И условная бесконечность будет размываться. Чем на большем расстоянии будет ваш объект съемки и чем ниже к земле вы будете находиться, тем сильнее этот эффект будет заметен. Еще я выбрался в сумерки поснимать Луну. К сожалению, восход Луны сейчас днем, поэтому снять ее на горизонте не вышло. Зато когда Луна в зените, мы имеем наименьшие атмосферные искажения, и Луна становится очень структурной и детализированной. Эх, тут бы иметь экстендер 2X, было бы вообще круто. Отдельно меня впечатлила съемка облаков на 600 мм, так как с таким приближением мы замечаем то, что невооруженному глазу незаметно. Движение клубов конденсата утрировано, как будто запись ускорили в несколько раз. И все это смотрится эпично именно в видео. На фото у нас выходит, типа просто облака. К
Кстати, при обработке фотографий я рекомендую использовать исправление виньетки на плюс 200%, так как на 600 мм она весьма заметна, особенно если вы снимаете пейзажи или архитектуру. Разумеется, в портретах ее можно оставить. Дисторсия на дальнем отрезке тоже есть, но она вогнутая, то есть центральная часть фотографии вдавлена внутрь. При съемке портретов это даже хорошо, так как модели становятся более худее, моя любимая пластика без регистрации SMS. Но если исправить все-таки хочется, полезной площади кадра не уменьшится. Итак, Sigma 150-600 — это объектив безусловно большой, но он меньше аналогов. Он тяжелый, но легче аналогов. Он дорогой, но дешевле аналогов. Качественно собранный, влагозащищенный, резкий, быстрый и не стоит как крыло от Боинга. Если вы любите фотоохоту, спорт или подглядывать в окошки за соседями, настоятельно его рекомендую. Также поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, мне будет дико приятно. Увидимся.